Всех приветствую на канале Милой. Давненько не было роликов, сейчас их будет много. Ну, в ближайшее время, так сказать. В общем, тут глины, которые мне пришли еще месяца два назад. Знаете, что я больше всего обожаю в глинах? И какие глины я больше всего обожаю? Это глины, которые реально супер просохшие. Вот здесь она с крошкой идет. И такой запах супер меловой. Вместе вот с этой пылью она так чувствуется в супер просохшей глине, что это просто вау. Давайте начнем с первой глины. Первая глина у нас сакура. Выглядит она довольно стандартно. Сакура у меня, по-моему, даже уже в роликах была. И глина красного цвета. Что я люблю в таких глинах, это как они чистятся. Потому что некоторые глины приходят такие, что их фиг очистишь. В общем, давайте пробовать сакуру. Не знаю, слышно вам или нет. Но она скрипучая. Попадаются в нее вот эти песчинки. В целом откусывается мега легко. Это очень-очень мягкая глина. Вкус вот этот как раз таки насыщенно пыльно-меловой. Она хоть и очень легкая, воздушная, но к зубам она прилипает. Примерно не как Астана, конечно. Астана супер сливочная. Это тоже прилипает. Кроме пыльно-мелового добавить немало. Дальше будет поинтереснее глинка. Мне ее даже есть с чем сравнить. По этой глине все описание, все нюансы будут в описании ролика. Там же вы сможете в описании ролика найти ссылку на группу ВКонтакте, на WhatsApp для оформления заказов. Заказы отправляются по всему миру. Оплаты есть как на банковскую карту, так на PayPal. В общем, все способы доступны. Давайте поедем следующий. Здесь оценка, ну, наверное, из 10 четверочка. Во-первых, она скрипучая. Во-вторых, она очень-очень мягкая. У нее присутствует небольшое залипание, поэтому я не любитель таких глин. Давайте перейдем к следующей. А вот по следующей есть вопросы. Допустим, если мы возьмем сакуру, и мало таких похожих глин встречается, ну там что-то типа, наверное, Юпитера, ну такое из самых близких похожих глин. Теперь вот эта глина. Эта глина у нас называется голубая. Во-первых, сколько я уже от поставщиков от разных эту глину только не увидел у кого. Голубая такая-то. И где-то есть схожесть, где-то они разнятся, где-то она более такая твердая. Давайте сравним именно вот эту. Смотрите, называется голубая. По факту, какой у нас тут цвет? Здесь у нас голубой, желтый, красный, еще разные цвета. То есть белый, там темно-белый, такой кремовый. В чем суть? Я ее когда первый раз попробовал, я такой, офигеть, вот она, знаете, просто один в один глина радуга. Давайте уж тогда попробую лучше. И радугу вот я, кстати, запомнил надолго эту глину. По одной простой причине, супер красочная в цветах. И второй момент, потому что в самом начале, когда у меня ассортимент был из Астаны, по глинам в основном состоял, и Туркестанов, то есть я пробовал в основном Астану. Поэтому Астану я знаю практически наизусть все глины. Ну, не практически, а наизусть. Я, в принципе, весь свой ассортимент знаю, хотя в ассортименте 250 сортов. К чему я веду? Радуга всегда была такой немножко рыхловатой, ну, относительно Астаны. И то же самое залипание присутствовало. Кремовый вот этот вот привкус, пыльно-меловой вкус. Так вот эта глина все то же самое. То есть, единственное отличие радуги вместе с глиной голубая
от Астаны, это то, что она идет более мягкая и рыхлая, хотя опять же нюанс, появилась Астана третья, которая идет рыхловатая, более легко откусывается, но залипание у нее также такое по минимуму идет относительно всех остальных сортов Астаны, даже фиолетовой, розовой, розовой соленой, первой идеала, там неважно. Поэтому какой-то такой момент для меня это вот один в один глина радуга. Наверное, по оценке, если бы Астана занимала там, возьмем это 10, да, Астана третья это где-то семерочка, то здесь, наверное, также в районе семерки. Опять же, за свою расцветка у нее классненькая такая, разная. Вот что еще хотел сказать. Отличие радуги и голубой, конечно же, в цвете. Радуга там вся красная, красочная, да, но последние разы радуга как раз-таки приходила вот таких цветов. Поэтому по вкусу, по структуре, по цвету один в один просто. Перейдем к следующей глине. Следующая глинка у нас это глина Gold. Gold у нас идет уже чисто такой, знаете, желтый цвет. Опять же, по структуре, вот так вот, если мы возьмем их с сакурой, то они прям один в один по структуре, будто бы только цветами различаются. Но давайте пробовать по вкусу, потому что так как бы сложно различить. Угу. Ну, я был прав. Та же самая скрипучесть, что и у сакуры. Хруст минимальный, откусывается легко. По ощущениям, да, Gold от сакуры отличается только цветом. Знаете, я заметил вообще, что вот, допустим, Астана раньше какая у нас была? Первая, вторая, идеал, белая, по-моему, желтая, возможно, еще. Потом у нас появляется идеал, начинает приходить немножко со скрипучестью, либо вторая, точно не помню. Появляется у нас третья Астана. Астана, которая идет уже с небольшим скрипом и более легкая, не такая сливочная, да. Опять же, почему происходит происхождение нового сорта? Потому что, ну, вот пласт поменялся, вот он сейчас такой идет, и мало кому нужна такая Астана идеал, если она всегда другой, да, была. Поэтому придумывается новое название. Ну, какой-то такой момент. Что по сакуре, по голду, чем она мне больше понравилась, чем сакура, это тем, что более насыщенный запах, привкус вот этой земли, пыли. Вот особенно пыль здесь просто кайфово ощущается. И в плане скрипучести вот этого скрипа, она похожа на глину карамель. Карамель, она, знаете, такая как будто взрывная карамель, правда, когда ее ешь, там прям большие кусочки вот этой скрипучести попадаются, и они будто лопаются. В сакуре это прям мелкие крупинки, здесь они побольше. И ей будто бы даже это идет. Если, допустим, сакура у нас заняла 4 из 10, то, наверное, этой глинке я бы дал 6 из 10. Перейдем к еще одной глине. Итак, похожая на Астану у нас получается, здесь была глина голубая. Теперь у нас глина идет... Какая это у нас глина? Белая жетесай. У меня ее не было в ассортименте. По ощущениям, так один в один Астана, опять же, та же самая. По структуре и по сливочности. Ну, давайте попробуем. По цвету она, знаете, такая голубоватая, наверное, хотя и называется белая. Также есть такие желтовато-красные, коричневые такие оттенки у нее небольшие. Вот, думаю, вам видно будет.
Вкус такой немножко странноватый. Что-то типа мокрого асфальта. Тот же самый пыльно-меловой, но на кимбрийку похож по вкусу. Вот. Есть небольшие нотки. По вкусу на Астану вообще не похоже. По структуре, в принципе, тоже. Залипание у нее минимальное. Но вот мне структура ее понравилась тем, что откусывается сложно, это мне не сильно нравится. Но сама структура, как у глины серебро. То есть она такая хрустящая, довольно интересная. Мне понравилось. Ну, я думаю, по звуку, по хрусту тоже слышно, что как бы, ну, как есть, так и говорю. Нет, почувствовал, залипает все-таки немного, залипает. Ну, наверное, здесь что-то 7 из 10 по залипанию. Кстати, все-таки со Астаной она похожа будет. Итак, что касаемо следующего ролика. Следующий ролик у нас будет с глинами Туркестан. Там появилось 4 новинки. Раньше был у нас Туркестан белый первый, белый второй, коричневый, классик, серый, плитки, сливки. Было 7. Сейчас добавилось еще 4. Это Туркестан кудряшка, Туркестан пористый, Туркестан желтый и Туркестан шоколад. Вот 4 новинки, но ролик будет про все глины. Они, кстати, у меня здесь уже на сушке находятся. Сушатся уже примерно около недели. Я думаю, этого плюс-минус будет достаточно для того, чтобы они проявили прям свой вау-вкус. А потом будет вообще жесть. У меня пришло 40 новинок в глинах. Это глины башкирские, это глины крымские. Там прям вообще надолго мы, в общем, застрянем. Ну, какой-то такой ролик получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую вы бы хотели увидеть глину в следующем ролике. Что вы думаете по поводу этих глин? Здесь была глина голубая, глина сакура, GTSI белая и голд. Какой-то такой момент. В общем, всех вас жду в комментариях. Пишите свое мнение и увидимся на следующем ролике.